Если вы все же решились простить измену, но вам сложно, в этом видео я расскажу вам, как можно сделать это проще и легче. Когда женщина принимает решение все-таки попробовать простить измену и дать второй шанс своему мужчине, обычно она все равно продолжает видеть в этом мужчине предателя. До тех пор, пока вы смотрите на него и видите в нем предателя, простить его действительно не получится. Чувства будут сильнее. Я предлагаю вам посмотреть на него несколько иначе, как на слабого человека. Смотрите, если мужчина, сильный мужчина, взрослый, готовый брать на себя ответственность, он чувствует свою силу. Я сейчас говорю не про физическую силу, не про мужественность, а про общую человеческую силу духа, про решительность, про готовность разрушить что-то, чтобы построить новое, про смелость. Да? Вот такая общечеловеческая сила, которая и в вас есть в какой-то степени, потому что когда вы решаете все-таки попробовать простить измену, отчасти это про силу. Итак, посмотрите на него как на слабого. Поверьте, мужчина, который сильный внутри, когда хочет изменить, он останавливается, как любой человек, и как женщина, любой сильный человек. Начинает анализировать, что не так, почему я живу в семье, где мне чего-то не хватает, почему у меня вообще появляется желание изменять. Он останавливается, он идет, решает свою проблему, и потом изменяет, будучи уже свободным. Чего и каждая женщина хочет, она ожидает, что ее муж будет так себя вести. Но таких сильных мужей практически не существует. Так же, как и практически не существует таких сильных женщин, которые могут себе признаться в каких-то своих грешках таких маленьких, когда они живут с мужем, не любят, но терпят. Когда секса не хочется, а она идет и делает, потому что боится, что он уйдет куда-то, или потому что надо. Когда она не испытывает годами оргазма, продолжает заниматься сексом, это нечестно по отношению к себе. Итого, я вам сейчас хочу показать картинку шире, что у нас у всех есть эта слабость, проявляется чуть по-разному. Идеально сильных людей, наверное, практически не существует. Может быть, единицы таких есть. Итак, когда ваш мужчина изменяет вам, это всего лишь показывает его слабость в этом, его человеческую слабость. Я вам предлагаю посмотреть на него не как на предателя, а как на слабого человека в этот момент. Слабого человека проще простить, слабому человеку проще дать второй шанс. Видя слабость человека, проще отнестись хоть как-то с пониманием к тому, что произошло. Отнестись так, а дальше обязательно что-то делать и менять. Менять свое отношение к нему, менять ваш контакт, начинать разговаривать, выяснять, что конкретно в вашей семье не так, чего вам не хватает, что можно трансформировать, чтобы дальше измен не было. Потому что любая измена в семье – это путь трансформации. Трансформация – это перемена. Трансформация будет в любом случае. Вы либо расстанетесь, и это тоже трансформация, либо вы что-то измените вместе с ним в вашей семье, что приведет к тому, что измен больше не будет. А может быть третий вариант. Вы трансформируете, попробуйте, но измены все равно будут дальше. Самое важное, если вы решились попробовать простить измену, будьте готовы к тому, что они могут повториться. Не идите прощать измену, если для вас повтор будет тотальным крахом, тотальным разочарованием, будет чувством, что земля уходит из-под ног. Нет, не надо так, потому что реально есть шанс, вероятность, что так и будет. Но есть также большая доля вероятности, что что-то изменив, будет по-другому и будет хорошо. И, может быть, действительно измены больше не понадобятся. Если вы хотите попробовать, это здорово. Но будьте готовы к тому, что это может повториться. Это не значит, что не надо пробовать. Пробуйте. Понимаете, когда обесцениваем что-то, когда мы что-то высоко оценили, когда мы разочаровываемся, когда мы очаровались. Если вы идете, собираетесь прощать измену мужа, очарованная тем, что я прощу, и он больше не изменит, большая вероятность, что разочаруетесь, изменит. Идите сразу готовы к тому, что я даю шанс, я попробую, но может быть, что это не сработает. Тогда больше шансов, что сработает. Если это видео вам полезно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы другие женщины тоже увидели это видео. До встречи, пока!